Урок 1. Закуски поздно вечером. Простите, здесь в отеле предлагают закуски поздно вечером? Отличный вопрос. В некоторых отелях есть снэк-бар, где можно перекусить допоздна. Я очень надеюсь на это. Иногда я проголодаюсь после долгого дня. Да, приятно чего-нибудь перекусить, отдыхая в своей комнате. Точно. Я обожаю перекусить и посмотреть хороший фильм. Я тоже. Это заставляет отель чувствовать себя как дома. Давайте уточним на стойке регистрации, какие варианты доступны. Похоже на план. Я бы с удовольствием попробовал что-нибудь местное, если оно у них есть. Да, во время путешествий всегда приятно попробовать местные блюда. Урок 2. Французская кухня. Я также хочу попробовать настоящую французскую кухню. Для этого вам стоит посетить кафе на тротуаре. Там лучшие блюда. Звучит отлично. Я слышала, что у них потрясающие блины и круассаны. Да, и наслаждение ими на свежем воздухе добавляет очарование впечатлениям. Абсолютно. Это такой восхитительный способ погрузиться в местную культуру. Кроме того, вы можете наблюдать за людьми, наслаждаясь едой, что всегда доставляет удовольствие. Мне нравится эта идея. Давайте подберем для посещения кафе с высоким рейтингом. Да, и мы также можем обратиться за рекомендациями к местным жителям. Мне терпится вместе насладиться чудесными французскими вкусами. Урок 3. Понимание коммуникации. Интересно, как работает коммуникация. Он хрюкнул на человека, который, должно быть, был на расстоянии. Да, иногда невербальные сигналы говорят гораздо больше, чем слово. Точно. Простое хрюканье может указывать на различные эмоции или реакции. Удивительно, как мы можем понимать друг друга даже без четкого языка. Да, контекст играет важную роль в интерпретации жестов и звуков. Общение — это действительно искусство, которое выходит за рамки простого разговора. Мне нравится наблюдать за тем, как люди взаимодействуют. Это многое говорит об их отношениях. Абсолютно. Давайте продолжим изучать эту тему. Она очень богата и сложна. Я с нетерпением жду возможности подробнее обсудить нюансы общения. Урок 4. Перерывы. Безусловно, очень важно отдохнуть от суеты. Да, отказ от рутины может освежить наш разум и настроение. Я считаю, что даже небольшая пауза может помочь мне восстановить концентрацию и энергию. Точно. Удивительно, как несколько минут отдыха могут повысить производительность. Мы часто недооцениваем роль отдыха в поддержании общего благополучия. Верно. В нашем напряженном графике важно уделять приоритетное внимание уходу за собой. Я начала планировать перерывы в своем дне, и это очень помогло. Отличная идея. Давайте побудем друг друга сделать необходимые перерывы. Да, давайте создадим баланс между работой и отдыхом для улучшения здоровья. Урок 5. Посещение книжного магазина. Там есть книжный магазин, давайте начнем с этого. Отлично. Мне также нужна новая книга на выходные, так что сейчас самое время.
Мне нравится бродить по книжным магазинам. Это все равно, что заглянуть в сундук с сокровищами. Да, и запах книг всегда так утешает и привлекает. Мне не терпится увидеть, какие новинки у них есть на полках. Я тоже. Надеюсь, что сразу найду что-то, что вызовет у меня интерес. Давайте сначала заглянем в раздел художественной литературы. Обычно это мое любимое место. Звучит неплохо. Мне нравится захватывающая история, которая переносит меня в другой мир. Мне не терпится поделиться своими находками за чашкой кофе после нашего визита. Урок 6. Захватывающие приключения. Я действительно чувствую, что им нужно вернуться за этим кайфом. Точно. Иногда удовольствие от впечатлений стоит каждой потраченной копейки. Даже если для этого придется потратить все свои деньги, созданные воспоминания бесценны. Да, эти волнующие моменты могут изменить жизнь и стать незабываемыми. Я помню поездку, в которой я потратил деньги, но она стоила каждого цента. Приятно видеть эти захватывающие приключения, о которых можно будет вспоминать позже. Абсолютно. Они напоминают нам о радости и спонтанности жизни. Давай скоро спланируем что-нибудь интересное. Я готов к новым приключениям. Я на борту. Жизнь слишком коротка, чтобы не погрузиться в захватывающие впечатления. Урок 7. Инновации в сельском хозяйстве. Все время он изобретал сотни продуктов, которые можно было приготовить из сельскохозяйственных культур. Это впечатляет. Сосредоточение внимания на устойчивом развитии может привести к удивительным инновациям. Да, особенно с такими культурами, как арахис, которые имеют множество применений. Мне нравится, как творческие мыслители могут превращать простые ингредиенты в ценные продукты. Удивительно видеть, как сельское хозяйство может развиваться с помощью инноваций. Абсолютно. Эти достижения также могут способствовать более здоровому питанию. Я восхищаюсь теми, кто посвящает свою жизнь совершенствованию методов ведения сельского хозяйства. Да, их работа поддерживает как экономику, так и окружающую среду. Давайте продолжим поддерживать устойчивые методы в нашей повседневной жизни. Урок 8. Изучение культуры. Их особенности и национальные традиции очень интригуют. Я также считаю, что восприятие лидерства Уинстоном Черчиллем весьма увлекательно. Да, у него был уникальный подход, в котором особое внимание уделялось стойкости и целеустремленности. Точно. С тех пор его взгляды на характер повлияли на многих лидеров. Интересно, как разные культуры формируют наше понимание лидерства. Абсолютно. Каждая традиция приносит ценные уроки и открывает новые перспективы. Мне нравится узнавать о том, как культурное происхождение влияет на нашу самобытность. Я тоже. Это расширяет наш кругозор и помогает нам ценить разнообразие. Давайте продолжим изучать эти темы, они значительно обогащают наши разговоры. Урок 9. Модное вдохновение. Обычно я просматриваю модные журналы и ищу идеи и одежды в интернете. Похоже, это отличный способ быть в курсе текущих тенденций. Да, мне нравится видеть, как разные стили могут вдохновить меня на выбор гардероба. Точно. Мода — это форма самовыражения, которая может доставлять массу удовольствия. Мне нравится смешивать и сочетать предметы для создания уникальных образов.
Это самое лучшее. Персонализация нарядов делает их по-настоящему вашими. Давайте поделимся нашими любимыми модными источниками и вместе откроем для себя новые стили. Абсолютно. Будет интересно вдохновлять друг друга свежими идеями. Мне не терпится увидеть, какие новые образы мы сможем придумать. Урок 10. Домашний декор. Звучит отлично. Вы выбрали определенный цвет для стен. Да, я выбрала нежно-голубой цвет. Он успокаивает и освежает. Синий — прекрасный выбор. Это может создать такую умиротворяющую атмосферу. Точно. Мне нужен был цвет, который поможет мне расслабиться после долгого дня. Это умно. Правильный цвет действительно может преобразить пространство. Я также планирую добавить несколько ярких акцентов, чтобы сделать его популярным. Звучит как фантастическая идея. Она придаст индивидуальности вашему дому. Да, мне не терпится увидеть, как в итоге все сложатся воедино. Давай устроим небольшую декоративную вечеринку, когда все будет готово. Урок 11. Сложные проблемы. Ситуация сложная, в ней не всегда легко ориентироваться. Да, это сложный вопрос, но я верю в право на мирное урегулирование. Абсолютно. Диалог и взаимопонимание играют ключевую роль в этих обсуждениях. Я согласен. Поиск точек соприкосновения может привести к более эффективным решениям. Важно прислушиваться ко всем точкам зрения, чтобы способствовать гармонии. Да, сочувствие играет важную роль в мирном урегулировании конфликтов. Давайте всегда будем стремиться к пониманию и состраданию в наших беседах. Определенно. Это мощный способ внести свой вклад в построение более мирного мира. Я обязуюсь содействовать позитивному диалогу, где бы я ни находился. Урок 12. Жизнь во влажной среде. Там, где я живу, очень влажно, из-за жары и влаги иногда мне неудобно. Звучит сложно. Влажность действительно может повлиять на наше ежедневное самочувствие. Да, от этого все кажется липким и трудно сохранять хладнокровие. Могу себе представить. В таких условиях очень важно найти способы справиться с жарой. Абсолютно. Я часто полагаюсь на кондиционер и стараюсь избегать обезвоживания. Это умно. В такую погоду очень важно заботиться о себе. Мне также нравится проводить время на свежем воздухе, но только в прохладное время дня. Отличная стратегия. Раннее утро или вечер могут быть намного приятнее. Давайте спланируем веселое времяпрепровождение на свежем воздухе и в подходящую Урок погоду. 13. Скандинавское влияние. Люди, приехавшие из скандинавских стран Северной Европы, имеют богатое наследие. Да, многие слова, начинающиеся с букв «sk», уходят своими корнями в эту культуру. Удивительно, как язык связывает нас с нашей историей и традициями. Абсолютно. Эти языковые связи рассказывают истории миграции и адаптации. Мне нравится изучать, как разные культуры влияют на наш повседневный язык. Да, это обогащает наше понимание мира и его разнообразных людей. Давайте продолжим изучать эти связи, они так интригуют.
Определенно. Язык — это прекрасное окно в человеческий опыт. Мне не терпится узнать больше об этих словах и их происхождении. Урок 14. Релевантный опыт. Поэтому я считаю, что соответствующий опыт и его соответствие роли имеют смысл. Абсолютно. Важно подчеркнуть, насколько ваш опыт соответствует требованиям работы. Упоминали ли они о каких-либо конкретных навыках, которые они искали во время интервью? Да, они подчеркнули важность командной работы и коммуникативных навыков. Это интересно. Это жизненно важно для совместной работы на любом рабочем месте. Точно. Приятно показать, как ваш прошлый опыт свидетельствует об этих способностях. Я уверен, что мои предыдущие проекты отражают мои способности в этих областях. Это сильная сторона вопроса. Реальные примеры могут быть очень убедительными. Я рад поделиться своей историей и тем, какую пользу она может принести в Урок команде. 15. Приготовление выпечки. Обязательно разогрейте духовку перед приготовлением теста. Это очень важно для выпечки. Понял. Предварительный нагрев помогает тесту правильно подниматься во время выпечки. Точно. Как долго мне выпекать печенье, когда оно будет готово? Обычно это занимает от 10 до 12 минут, но это может варьироваться в зависимости от рецепта. Приятно знать. Я буду присматривать за ними, чтобы не перепекать. Да, проверить их за минуту или две до истечения времени — хорошая идея. Я уже почти чувствую запах вкусного печенья. Я тоже. Выпечка. Это такой приятный способ приятно провести время на кухне. Давайте убедимся, что все ингредиенты готовы к употреблению. Урок 16. Выбор ноутбука. Мне нужен ноутбук с оперативной памятью не менее 8 гигабайт и быстрым процессором. Звучит как разумный выбор. Эти характеристики отлично подходят для многозадачности. Да, я хочу убедиться, что он без проблем справляется как с работой, так и с играми. Вы уже изучили какие-либо конкретные бренды или модели? Я рассматривал несколько вариантов, но сначала хочу прочитать несколько отзывов. Отличный план. Проверка отзывов пользователей поможет вам сделать лучший выбор. Точно. Я хочу убедиться, что инвестирую в надежный и эффективный ноутбук. Важно найти то, что соответствует вашим потребностям и бюджету. Мне не терпится найти подходящую, это значительно облегчит мою работу. Урок 17. Покупка продуктов питания оптом. В оптовом продуктовом магазине все продукты лежат в мусорных баках, и вы берете столько, сколько хотите. Верно. Это отличный способ купить только то, что вам нужно, без отходов упаковки. Мне нравится разнообразие, которое они предлагают. Здесь так много разных ингредиентов. Да, и часто по более низкой цене по сравнению с обычными продуктовыми магазинами. Также интересно попробовать новые закуски и злаки, не употребляя их в больших количествах. Точно. Кроме того, вы можете смешивать и комбинировать, создавая свои собственные уникальные смеси. Мне не терпится изучить варианты и запастись некоторыми предметами первой необходимости. Давайте составим список того, что мы хотим попробовать, прежде чем отправиться в путь. Отличная идея. Это поможет нам оставаться организованными и максимально использовать наш визит. Урок 18.
Расположение автобусной остановки. Автобусная остановка находится рядом со станцией. Да, он находится прямо напротив станции, что делает его очень удобным. Отлично. Это сэкономит нам время, когда нам нужно будет сесть на автобус. Абсолютно. После поездки не нужно далеко ходить с тяжелыми сумками. Я благодарна за это. Это значительно облегчает путешествие для всех. Кроме того, приятно иметь все в одном месте при прибытии или отъезде. Я рад, что нам не придется беспокоиться о транспортной логистике. Да, это позволит нам больше сосредоточиться на совместном времяпрепровождении. Давайте обязательно проверим расписание автобусов, чтобы эффективно спланировать наши Урок поездки. 19. Примерка обуви. Отличный выбор. Позвольте мне измерить ваши ноги до нужного размера. Звучит отлично. Я хочу убедиться, что я подберу наиболее удобную фигуру. Абсолютно. Правильно подобранная обувь может существенно повлиять на комфорт. Да, особенно если я буду носить их долгие часы. Точно. Я проверю длину и ширину, чтобы найти наилучшие сочетания. Спасибо. Приятно иметь кого-то, кто понимает важность физической формы. Конечно. Я хочу, чтобы вы прекрасно себя чувствовали в своей новой обуви. Я благодарна за это. Всегда лучше убедиться в этом перед покупкой. Давайте начнем с замеров и найдем идеальную пару. Урок 20. Правила дресс-кода. Каковы конкретные рекомендации по проведению мероприятия? Никаких джинсов, но допустимы элегантные брюки или юбки. В этом есть смысл, важно поддерживать определенный уровень профессионализма. Точно. Правильная одежда действительно может задать тон этому событию. Мне придется проверить свой гардероб, чтобы узнать, что я смогу собрать. Да, неплохо было бы заранее спланировать свой наряд. Как вы думаете, аксессуары– хорошая идея для улучшения образа? Определенно. Красивый ремень или какое-нибудь украшение могут добавить индивидуальности. Отлично. Я обязательно учту это при выборе одежды. Урок 21. Дополнительные запросы. Если вам нужно что-то еще, просто дайте мне знать. Вообще-то, можно мне взять дополнительные салфетки? Пожалуйста. Конечно, я принесу вам столько, сколько вам нужно. Спасибо. Всегда приятно иметь под рукой дополнительные продукты во время еды. Да, особенно если у нас что-то немного запутано. Точно. Я ценю вашу помощь. Это значительно упрощает питание вне дома. Совсем без проблем. Я хочу убедиться, что у вас есть все необходимое, чтобы насладиться едой. Это очень заботливо с твоей стороны. Я чувствую, что о мне хорошо заботятся. Я с радостью помогу. Давайте сделаем этот ужин отличным. Урок 22. Выбор закусок. Иногда я то, что мне вредно, например, картофельные чипсы и конфеты. Такими закусками легко побаловать себя, особенно если они такие вкусные. Да, перед ними трудно устоять, особенно во время киновечеров. Я прекрасно понимаю. Время от времени побаловать себя — это часть удовольствия от жизни.
Это правда, но я также хочу не забывать о более здоровом выборе. Баланс. Ключ к успеху. Вы можете насладиться любимыми блюдами, а также попробовать более здоровые блюда. Точно. Я мог бы попробовать приготовить домашние закуски, которые будут более питательными. Отличная идея. Вы можете поэкспериментировать с разными рецептами. Мне не терпится найти хороший баланс между удовольствием и здоровьем. Урок 23. Провинции прерий. Саскачеван и Манитоба известны как провинции прерий. Да, у них такие огромные пейзажи и красивые природные пейзажи. Абсолютно. Прерии славятся своими просторными пространствами и сельским хозяйством. Интересно, как география формирует культуру и образ жизни в этих регионах. Определенно. Сельское хозяйство играет важную роль в экономике этих провинций. И в сообществах часто царит сплоченная атмосфера, и это прекрасно. Я слышал, что фестивали и мероприятия здесь прекрасно посвящены местной культуре. Да, это отличный способ познакомиться с традициями и наследием этого района. Давайте спланируем поездку, чтобы исследовать прерии и узнать о них больше. Урок 24. Древние храмы. Ангкор-Ват в Камбодже захватывал дух. Древние храмы поистине неудивительны. Абсолютно. Сложная резьба и массивные конструкции — это настоящее зрелище. Я был поражен тем, насколько хорошо все сохранилось, учитывая его возраст. Да, невероятно думать об истории и культуре этих храмов. Прогуливаясь по руинам, вы словно возвращаетесь в другую эпоху. Могу себе представить, какие истории могли бы рассказать эти камни, если бы они умели говорить. Каждый храм имеет свой уникальный дизайн и значение, что очень интересно. Мне нравилось узнавать об их предназначении и ритуалах, которые там проводились. Было очень приятно наблюдать за такой важной частью истории. Урок 25. Трансфер на шаттле. Хорошо, я обязательно это сделаю, откуда заедет шаттл. Трансфер отправляется прямо у главного входа в отель. Это удобно. Я ценю, как легко они делают это для гостей. Да, это экономит нам время и нервы, когда нам нужно успеть на поездку. Я хочу убедиться, что мы приехали вовремя, особенно если у нас запланирован тур. Хорошая мысль. Всегда разумно приходить пораньше, чтобы избежать стресса. Я еще раз проверю время встречи, чтобы мы не опоздали. Похоже, это отличный план. Я с нетерпением жду нашего предстоящего приключения. Я тоже. Это будет фантастический опыт, и я не могу дождаться. Урок 26. Удобная подготовка. Потрясающе! Не забудьте надеть удобную обувь и взять с собой солнцезащитный крем. Определенно. Мы будем много ходить пешком, а комфорт — главное. Точно. Я хочу убедиться, что мои ноги не болят после долгого дня. И солнцезащитный крем очень важен. Я не хочу обгорать на солнце, пока нас нет дома. Да, защита кожи так же важна, как и удовольствие от занятий. Я соберу с собой небольшую сумку со всем необходимым, чтобы мы были полностью готовы. Отличная идея.
Всегда лучше быть слишком подготовленным, чем недоподготовленным. Абсолютно. Я с нетерпением жду веселого и безопасного дня под солнцем. Давайте проведем время на свежем воздухе и по максимуму и насладимся каждым моментом. Урок 27. Аренда жилья на время отпуска. В аренде на время отпуска я предпочитаю иметь кухню и гостиную. В этом есть смысл. Вы действительно чувствуете себя как дома вдали от дома. Точно! Наличие кухни позволяет нам готовить еду самостоятельно, если захотим. Да, и это дает нам возможность есть в удобном для нас темпе. Кроме того, жилое пространство идеально подходит для отдыха после целого дня прогулок. Я согласен. Приятно иметь удобную зону для совместного отдыха. Это дополняет общее впечатление, делает его более приятным и уютным. Определенно. Мне нравится чувствовать себя как дома, даже когда мы в отпуске. Давайте подберем аренду, отвечающую этим потребностям для нашей следующей поездки. Урок 28. Сохранение лесов. Для их защиты важно объявить лесные массивы национальными парками. Да, и это помогает предотвратить вырубку леса в целях развития. Однако бедным общинам, которые полагаются на эти ресурсы, это очень сложно. Точно. Сбалансировать охрану природы с потребностями местного населения непросто. Это требует тщательного планирования и поддержки для обеспечения преимуществ для всех. Да, устойчивые методы могут помочь как окружающей среде, так и местной экономике. Я восхищаюсь усилиями по вовлечению сообществ в природоохранные мероприятия. Это очень важно. Ключевое значение имеет просвещение людей о важности сохранения природы. Давайте продолжим обсуждение того, как мы можем внести свой вклад в защиту окружающей среды. Урок 29. Управление стрессом. Эй, как вы справляетесь со стрессом в последнее время? Несмотря на все происходящее, было довольно сложно. Я прекрасно понимаю, иногда жизнь может быть ошеломляющей. Да, я пыталась найти способы справиться с ситуацией, например, делать короткие перерывы. Отличная стратегия. Даже несколько минут отдыха могут помочь. Мне также нравится заниматься упражнениями на внимательность и глубокое дыхание. Это эффективные методы. Они действительно помогают сосредоточить внимание. Точно. Я узнаю, что уход за собой крайне важен для психического здоровья. Давайте поделимся советами и поможем друг другу лучше справляться со стрессом. Урок 30. Движение вперед. Веками было стремление человечества двигаться к своей цели. Абсолютно. Прогресс и инновации являются основой человеческого развития. Вдохновляет мысль о том, как далеко мы продвинулись в различных областях. Да, и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, часто заставляют нас искать новые решения. Я считаю, что настойчивость– ключ к преодолению препятствий. Точно. Извлечение уроков из наших неудач может привести к большим достижениям. Каждый шаг вперед, каким бы маленьким он ни был, способствует нашему росту. Да, именно это путешествие формирует нас и наше будущее. Давайте будем продолжать поощрять друг друга к реализации наших мечтаний и амбиций. Урок 31. Вид на океан.
Как насчет того, чтобы пойти в Ocean View? Здесь есть прекрасные пляжи и несколько хороших пешеходных троп. Звучит отлично. Мне нравится проводить время у воды. Да, а пешеходные тропы дадут нам возможность исследовать природу. Я в восторге. Сочетание пляжа и пеших прогулок идеально подходит для меня. Абсолютно. Мы можем отдохнуть на песке, а затем отправиться в живописный поход. Кроме того, это отличный способ вести активный образ жизни, наслаждаясь отдыхом на свежем воздухе. Давайте проверим погоду, чтобы выбрать лучший день для поездки. Отличная идея. Я хочу убедиться, что у нас остались прекрасные впечатления. Мне не терпится понежиться на солнце и насладиться свежим воздухом вместе. Урок 32. Обработка задач. Какие-нибудь советы о том, как лучше справиться с этим? Я предлагаю расставить задачи по приоритетам и разбить их на более мелкие и управляемые этапы. В этом есть смысл. Когда вы занимаетесь чем-то одним за раз, это может быть менее утомительно. Точно. Сосредоточение внимания на одной задаче за раз может повысить производительность. Мне также следует установить реалистичные сроки, чтобы нести ответственность. Да, это отличная стратегия. Это помогает поддерживать стабильный рабочий процесс. Я с нетерпением жду возможности реализовать эти советы, чтобы уменьшить стресс. Уверен, вы увидите позитивные изменения в управлении своими обязанностями. Давайте пообщаемся друг с другом и посмотрим, как мы продвигаемся. Урок 33. Предпочтения в номере. Привет! Есть ли у вас какие-либо предпочтения по проживанию в нашем отеле? Да, я бы предпочла номер с прекрасным видом, если это возможно. Звучит прекрасно, ведь действительно может улучшить впечатление. Отличный выбор. Я обязательно запрошу об этом при бронировании. Спасибо. Спасибо, что вы нашли время все уладить. Конечно, я хочу обеспечить вам прекрасный отдых. Урок 34. Режим сна. Нет, у меня нет, что мне делать, чтобы улучшить режим сна. Начните с того, что ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день. В этом есть смысл. Постоянство должно помочь мне регулировать биологические часы. Точно. Оно сигнализирует вашему телу, когда пора спать и когда просыпаться. Мне также следует создать расслабляющий распорядок дня перед сном, чтобы расслабиться. Да, такие занятия, как чтение или медитация, могут помочь вам подготовиться ко сну. Обязательно попробую. Как насчет того, чтобы избегать экранов перед сном? Отличная идея. Синий свет экранов может нарушить цикл сна. Спасибо за совет. Я с нетерпением жду возможности отдохнуть. Урок 35. Изучение ароматов. Как насчет того, чтобы вместе исследовать новые ароматы? Мне нравится эта идея. Пробовать разные ароматы всегда интересно. Я тоже. В поиске аромата, который находит отклик, есть что-то особенное.
Точно. Каждый аромат может вызвать разные воспоминания и чувства. Мне интересно узнать, какие новые опции доступны в магазине. Да, я надеюсь найти что-то свежее и уникальное для сезона. Давайте сделаем эту прогулку увлекательной. Мы можем попробовать различные духи. Абсолютно. Мне не терпится открыть для себя новые фавориты вместе с вами. Это будет восхитительный опыт. Пойдем. Урок 36. Подтверждение встречи. Можете ли вы подтвердить время встречи? Конечно. Я запишу это для вас, чтобы мы не забыли. Я благодарна за это. Очень важно следить за нашим расписанием. Да, особенно с учетом того, что на этой неделе произошло так много событий. Я хочу убедиться, что мы оба готовы и едины во мнениях. Абсолютно. Четкая коммуникация. Ключ к успешной встрече. Если что-то изменится, давайте сразу же обновим друг друга. Определенно. Поддержание связи поможет нам оставаться в курсе событий. Я с нетерпением жду нашей дискуссии. Она должна быть продуктивной.